Приветствуем наших подписчиков и гостей канала Эзотерика для тебя. Друзья, мы вас всех приветствуем в изобилии и достатке. Сегодня в этом видео мы с вами поделимся самой актуальной информацией на 9 января 2022 года. Поговорим о народном празднике, поговорим о народных приметах на этот день, что можно делать 9 января, что ни в коем случае нельзя делать по народным приметам. И, конечно же, уделим внимание лунному календарю. Поэтому обязательно просмотрите это видео от начала до конца. Будет много полезной, важной, нужной и интересной информации для вас. А прямо сейчас подпишитесь на канал Эзотерика для тебя. Ставьте лайк этому видео и обязательно поделитесь этим видео с теми, кого вы любите, кого вы цените, кому вы желаете мира, любви и гармонии. Итак, друзья, 9 января отмечается народный праздник Степанов день. А вот верующие православной церкви в этот день чтут память апостола-первомученика Стефана. Другие названия праздника этого дня, 9 января, Степановы труды, Степаны зимние, Святой Степан и праздник пастухов. Считалось, что Стефан покровительствует домашней скотине, поэтому 9 января коням давали пить воду из серебряной посуды. По народным приметам считалось, что так животное будет здоровым и покладистым. Мальчишки же в Степанов день собирались вместе и носили за собой небольшую кучу сена, оставляя в каждом коровнике по клочку, чтобы буренушки давали много молока. Хозяева за это угощали ребят сладостями, а кто был побогаче, мог дать и монетку. На Степана принято было строгать осиновые колья и устанавливать их по углам двора, для того, чтобы развеселившаяся во время святок нечисть не могла залезть в дом и навредить как скотине, птице, так и людям. 9 января была традиция нанимать пастухов. Собирались всей деревней и обсуждали претендентов, исходя из их знаний и умения договариваться с лешим. Это лесной хозяин. Ведь по народным поверьям именно от лешего зависело, останется ли скотина в целостности и сохранности, или же постоянно будет пропадать в лесу. На Степанов день приходился святочный период, поэтому везде вовсю шло веселье, молодежь каледовала, соседи угощали друг друга медовыми пряниками, которые называли колядками, калитками и пирогами с разными начинками. По селениям во время святок ходили медведчики с учеными медведями, показывая разные представления. Конечно же, музыканта наряжали в козу, остальные надевали на себя вывернутые наизнанку кожухи. Женщины проводили обряды и всевозможные ритуалы на красоту, поскольку это был третий день Рождества. Самое лучшее время, чтобы привести свою внешность в порядок. Рожденные на Стефана считались прекрасные семьянины и великолепные хозяева, но тем, кто родились 9 января, обязательно следует носить яшму. Практически все народные приметы, поясняющие, что нельзя делать 9 января в Степанов день, были схожи с предыдущими 2 днями Рождества Христова, но все же были в народе поверья, характерные именно для сегодняшнего дня. Поэтому 9 января запрещалось рубить дрова лишь только до заката. А после можно было работать в полную силу, не волнуясь о каких-либо последствиях. Ослушавшийся этого запрета мог получить глубокую рану, которая очень долго не заживала. Девушкам и женщинам 9 января в Степанов день нельзя было, проснувшись, тут же ступать босой ногой на пол, пока не прочтете молитву «Отче наш» 9 раз. Иначе можно красоты было своей лишиться.
Запрещалось 9 января ткать и шить. Верили в народе, что таким образом швея или ткачиха свою память может потерять. В Степанов день особым уважением пользовались кони, поэтому сегодня их нельзя было голодом морить. Бывало, хозяин сам не доедал, но 9 января своего коня кормил досыта. Мужикам в Степанов день возбранялось брать в руки ножи даже для нарезания хлеба. Считалось, что таким образом можно силы мужской лишиться. Нельзя в этот день и отказываться от угощения колядка, пирожка с разными начинками. Боялись, что тогда нечистый заберет. 9 января обычно нанимались на работу, а также могли расторгнуть прошлый контракт, если что-то работника не устраивало. И нанимателю запрещалось отказывать работнику в его просьбе. В противном случае с его хозяйством может приключиться какая-то беда. Например, обворуют или же вовсе пожар унесет все нажитое. Девушкам в этот день обязательно нужно было гадать на любовь. И именно сегодня, 9 января, крестьяне договаривались с пастухами о весенне-осеннем выгоне скота. Считалось, что если это сделаешь в другое время, то с пастухом что-то плохое случится. А ведь только он живет в дружбе с лесной нечистью, а значит, может попросить лешего не трогать скотину. 9 января поили лошадей обязательно из серебряной посуды, для того, чтобы они были здоровые и крепкие. На Степана принято было навещать кумовьев и родителей, желая им счастья и долголетия. Верили, что и произнесенное в этот день пожелание обязательно воплотится в жизнь. Также сегодня не стоило и обижать лошадей, например, обделять их едой или водой, иначе в семье может начаться голод. И вообще, в целом, в этот день, 9 января, не приветствовалась любая работа, особенно которая связана была физическая. Правда, только до захода солнца, а после смело можно было приниматься за труды. Также обращаем ваше внимание, что в период святок не стоит выбрасывать хлебные крошки, собранные со стола. Выкидывая их в мусорное ведро, вы тем самым символично туда же и отправляете свой достаток. Поэтому лучше крошки, которые остались, кормите птичкам. Или, если у вас есть хозяйство, добавьте в еду домашним животным. И тогда считается, что весь год удача будет вам улыбаться, а деньги будут течь в руки. Ну а чтобы дом был полной чашей, не забывайте в период святок зажигать ароматические палочки с запахом корицы, гвоздики или ванили. Известно, что эти ароматы привлекают богатство и изобилие в вашу жизнь. А чтобы нечистая сила и злые люди не могли навредить вам, не могли навредить вашей семье, то возьмите около порога или под сам порог, положите немножечко соли. И таким образом вы не разрешите 9 января ни негативу, ни злым людям прийти в ваш дом. А уже 10 утра сметите эту соль и обязательно выбросите. Только, пожалуйста, уже эту соль не заносите ни в дом, ни в квартиру. Далее, друзья, у нас с вами лунный календарь на 9 января 2022 года. 9 января нас с вами ожидает 7 и 8 лунный день. Растущая луна в знаке зодиака Овен. Вы знаете, сегодня, 9 января, один из самых удачных для работы и бизнеса дней. Хотя следует отметить, что в какой-то степени этот день будет и провокационный. Сегодня можно буквально свернуть горы. Также обращаем ваше внимание, что слова сегодня приобретают магическую силу, поэтому обязательно следите за тем, что вы говорите.
Вся окружающая природа очень чутко сегодня откликается на каждое слово, даже случайно сказанное. Возможно, что все сказанное перетворится в жизнь, и хорошее, и плохое, а все пожелания вслух себе и окружающим осуществляться. Помните, что зло сегодня особенно наказуемо, поэтому употребляйте слова и выражения достаточно осторожно. Сказанное дурное пожелание непременно вернется вам бумерангом. Считается, что и сегодня, 9 января, удача сопутствует мудрым и справедливым людям. 9 января этот день является энергетическим пиком, наивысшей точкой развития, эволюции и самосовершенствования. Если вы сосредоточитесь, то сможете почувствовать небывалый подъем всех своих душевных и физических сил. И теперь главное, вам мудро нужно реализовать их, направить всю энергию на созидание фундамента, той основы, которую можно будет ощутить под ногами в самые трудные моменты. Помните о том, что вам пора воплотить в жизнь хороший проект, давно задуманное дело, на которое раньше просто вам не хватало сил и энергии. И вы знаете, в этот день Луна будет благотворно влиять на реализацию всего, что связано с выживанием, и позволит в большей степени раскрыться заложенным в каждом человеке качеством, помогает управлять материей при смене физического тела. Возможно, используя подсказки ритмов из космоса в своей жизни, вы сможете раскрыть свой внутренний потенциал. И сегодня происходит увеличение как физической, так и психической активности. Даже у многих людей будет возникать желание быть первым везде и во всем. При этом азарт возрастает, происходят изменения в умственных способностях, проявляется творчество, оригинальность, смелость и в том числе агрессивность. В это время хочется заниматься чем-то необычным, а не рутиной. По отношению к коллегам начинает появляться энтузиазм и азарт, желание много путешествовать, и этим обязательно стоит воспользоваться. Вот обращаю ваше внимание, что если вы водитель или пешеход, то, пожалуйста, в это время будьте очень внимательны на дорогах. Обращаем также ваше внимание на коллег, с которыми вы работаете, потому что они будут начинать то одно дело, то другое, звонить вам, задавать какие-то глупые вопросы, и после этого это бросать дело и переходить на третье. Поэтому будьте внимательны сегодня, осторожны, потому что люди будут принимать решения спонтанно, не думая ни о себе, ни о других. И вы знаете, сегодняшний день, он достаточно активный, удачный, но для всех честных и порядочных людей. День хорош для новых приобретений, таких как покупка. Любая покупка принесет сегодня вам радость и удовлетворение. Более того, вполне вероятно, что ваша сегодняшняя любая молитва будет услышана. Во второй половине этого дня особенно необходима будет многим людям собранность, организованность, ответственность для того, чтобы усилия первой половины дня не пошли даром. Далее, друзья, у нас с вами стрижка. Стрижка, несмотря на тот факт, что Луна входит в растущую Луну и стриженные в этот день волосы быстро отрастут, но все равно делать стрижку сегодня не рекомендуется. Вашей внешности ничего не грозит, но здоровье может быть ослаблено. С другой стороны, эта процедура поможет раскрыть в себе интуицию или увидеть вещий сон. Окраска волос повысит вашу притягательность. И сегодня лучшим решением 9 января будет порадовать себя и своего мужчину легкими завитыми локонами. Вы удивитесь, но именно кудрявые волосы принесут вам удачу, повысят стрессоустойчивость и увеличат количество энергии. Это усилит энергетику природы. Также обращаем ваше внимание, что сегодня, 9 января, опасно обманывать и лукавить, потому что ложь сегодня обладает большой разрушительной силой. Нельзя и произносить грязных слов. Не стоит сегодня бить посуду, рвать бумагу, какие бы ни были письма в ваш адрес.
И увиденный сегодня во сне боевой петух – это знак возможной близкой беды для человека или для его близких. Вот такой, друзья, у нас с вами будет день 9 января 2022 года.